Мы сегодня поговорим о двух сюжетах, которые вместе дают вполне цельную картину. Во-первых, крупнейшие российские сервисы перестали пускать пользователей с VPN. Как мы предполагали, нет там никакого тайного отслеживания. IP-адреса пользователей просто блокируются по реестру. Таким образом, крупнейшие российские площадки теперь не просто сознательно отпинывают пользователей, но отпинывают самых информированных, образованных и платежеспособных из них. Тех, у кого установлен VPN. Крупнейшие российские площадки убивают сами себя. Делают все возможное, чтобы аудитория от них сбежала. Чтобы нашла любые другие места слушать музыку, смотреть видео, продавать и получать товары и услуги. Таким образом, мы видим, что государство спустило самоубийственное требование, а коммерческие компании не могут ничего поделать, кроме как подчиниться. И это ведет нас к очень интересному разговору. А с нынешним российским государством вообще возможно договориться? Как-то умудриться жить в рамках правил, которые оно задает? Литературный критик Галина Юзефович описывает такую попытку. Правда, не в интернет, а в книжной индустрии. Она пишет, что глава Эксмо Олег Новиков и председатель Российского книжного союза Сергей Степашин выдвинули идею единого цензурного окна. Проще говоря, системы предварительной цензуры с понятными требованиями. Ведь если такой системы не ввести, то половина нынешнего содержания библиотек просто исчезнет с полок. Ведь невозможно угадать, где там иноагент, где экстремист, а где произведения золотого века русской литературы изданы были на деньги зловредного фонда Сороса. В отличие от рынка IT, который просто взял под козырек и занимается публичным суицидом, книгоиздатели пытаются договориться с государством о правилах. Государство поставило их в безвыходную позицию. Они хотят привести ее хоть к каким-то выполнимым нормам. Давайте сегодня поговорим о том, почему с авторитарным государством договориться о правилах фундаментально невозможно. А заодно обсудим, как само государство реагирует на недовольство граждан в самый тонкий предвыборный момент. Только прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании вы найдете собранные нами способы по обходу блокировок. Там как платные, так и бесплатные способы. Среди платных обратите внимание на VPN Liberty. У них действует возврат средств в любой момент, если что. А спонсирует поддержание нашей инструкции, рубрики этой, сервис виртуальных карт M-Card. Виртуальную карту можно пополнить криптовалютой и рублями, а тратить с нее в интернете или за границей. Ну все, теперь к выпуску. Для начала вот с чего начнем. Все эти попытки договориться о каких-то правилах с российским государством вряд ли приведут к чему-то позитивному. Дело в том, что попытка договориться о любых правилах – это попытка построить правовое государство. Правовое государство – это же не государство, в котором нет запретов вообще. А такое, в котором запреты, насколько бы контринтуитивно это ни звучало, даруют свободу. Сама функция закона – это запрет. Если закон принуждает вас что-то делать, это плохой закон. В правовом государстве у вас есть закрытый публичный перечень того, что делать нельзя. То есть закон, он должен запрещать что-то делать. И перечень запрещаемого должен быть закрытый. Нельзя убивать, насиловать, грабить, хвалить Гитлера в интернете, кидать зиги, вешать кондиционер на исторический фасад, использовать флаг в качестве половой тряпки, издавать какие-то книги, снимать какие-то фильмы, собираться в каких-то местах, фальшиво петь, носить сандали с носками. Неважно, какие это запреты, сколько их и насколько они кажутся дурацкими. В самых либеральных демократиях дурацких запретов просто дофига и больше. Живущие в Германии не дадут соврать. Но важно, что они четко прописаны, публичны, а за пределами этих запретов существует полная свобода действий. Все, что не запрещено явным образом, то разрешено. Это первый и самый важный принцип права. Если носки нельзя носить сандалиями, то именно носки и именно сандалиями. Чулки с босоножками, сапоги на босу ногу, туфли с гольфами – можно. Можно даже все те же сандалии, но с колготками. Главная черта правового государства – это возможность быть в нем законопослушным гражданином, соблюдать его понятные правила. Можно взять список запретов, обвести его толстой красной линией и не нарушать их. Сказано тебе не петь фальшиво, и ты просто не ходишь по пьяни в караоке, если медведь на оба уха оттоптал, и не поешь там фальшиво. При этом танцевать как паралитик ты можешь где угодно и под любую музыку, потому что это не запрещено. В правовом государстве человек может быть для государства неуязвим, если он не нарушает правила.
И в этом ответ на вопрос, почему в авторитарных и диктаторских системах никогда четких правил никаких не будет. Авторитарная система держится на произволе. В авторитарной системе государство очень тщательно следит, чтобы в нем не было ни одного законопослушного гражданина и человека. Чтобы все красные линии были сугубо воображаемыми. Законы нарочно пишутся настолько широко, а их формулировки настолько размыты, что нельзя быть уверенным вообще ни в чем. Можно ли это публиковать? Можно ли так говорить и здесь собираться? Можно ли то носить, а так писать? А непонятно. Вся жизнь граждан должна находиться строго в серой зоне. Это не баг, это фича. Наши законы написаны так, как написаны, не потому, что в правовом управлении администрации президента или там Государственной Думы сидят неграмотные люди, а потому, что только так законы в диктатуре и могут выглядеть. В диктаторском законодательстве все всегда будет невнятно. Запрещено носить носки с сандалиями и иным образом оскорблять эстетические чувства граждан в публичных местах. Что значит иным подобным образом? Что такое эстетические чувства? Где находятся эти публичные места? С этим разберется уже следователь. И очень быстро выяснится, что по закону такому можно было бы желание посадить директора текстильной фабрики. Ведь выпуская ткани, он способствовал производству носков, а значит, деятельность его вела к оскорблению эстетических чувств граждан в публичных местах. В правовом государстве закон о носках и сандалиях относится только к носкам и сандалиям на ногах одного человека. В диктатуре закон этот будет написан так, что никто не будет чувствовать себя в безопасности. Ведь что такое чулки? Это длинные носки. А что такое штаны? Это длинные носки без подошвы, сшитые между собой. Как работает американский закон об иноагентах? Предписывает организациям, которые получают деньги от иностранных правительств за политическую деятельность, регистрироваться в специальном реестре. По сути, это закон о прозрачности лоббизма. А как выглядит наш закон об иноагентах в первой редакции? Он фиксировал, что любое иностранное финансирование, любые зарубежные транзакции – это признак иностранного агента. В нынешней редакции убрано даже это. Теперь признак иностранного агента – это иностранное влияние. То есть абсолютно все. Иностранное влияние невозможно оспорить просто потому, что никто не знает, что это вообще такое. Из закона сознательно убраны последние обстоятельства, которые нуждаются в доказывании. Дальше скажем, чего на самом деле требуют люди, которые просят государство взять законы и хоть как-то это все упорядочить. Сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста. Есть несколько вариантов получить гражданство другой страны. Первый – натурализация. Вам надо приехать по рабочей визе или, например, визе талантов, выучить язык, прожить в стране несколько лет, и тогда, если условия за это время не поменяются, вы получите гражданство. Второй вариант – золотой паспорт за инвестиции в экономику страны. Но сейчас не так много государств, готовых выдать его гражданам России. Плюс такие паспорта могут быть отозваны, как это было, например, на Кипре. Третий вариант – репатриация. Для этого нужно иметь корни определенной национальности и подтвердить их документально. Звучит так, будто этот вариант для единиц. Но на территории бывшего СССР довольно много потомков как немцев, так и евреев. И этот вариант дает немаленький шанс избежать муторного ожидания натурализации и трат на золотой паспорт. То, что у вас фамилия типично русская, ни о чем не говорит. Во-первых, фамилию можно поменять. Во-вторых, еврейство, например, передается по женской линии. И на репатриацию можно подавать, даже если вы аж правнук еврейки. Найти подтверждающие документы для репатриации в Израиль вам поможет ИКЦ, компания, которая помогает с оформлением израильских паспортов. У нее есть собственный архивный отдел, который найдет нужные вам документы даже в зарубежных архивах. Специалисты ИКЦ также подготовят вас к собеседованию в консульстве. С 2025 года пройти его стало сложнее, и многие тратят время, снова и снова посещая консульство. С ИКЦ же вы пройдете проверку с первого раза. Компания также отслеживает любые изменения в процедуре, они часто возникают неожиданно, и сопроводит вас на территории Израиля. Израильский паспорт вообще дает много преимуществ. Доступ к отличной медицине, сильный загранпаспорт, с которым можно спокойно ездить по Европе. При этом жить в Израиле не обязательно. Переходите по ссылке в описании и проверьте, возможно, вы имеете право на репатриацию в Израиль. Сегодня у нас первая попытка с 3 рекламами. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, вы не перематывали. Как обычно, это позволяет каналу оставаться независимым, говорить то, что мы хотим. И содержать редакцию. Ну ладно, дальше.
Когда люди говорят, дайте нам финальный список того, что нельзя печатать, публиковать и размещать, учредить, мол, главлид, чтобы он заранее ставил штамп «дозволено», и это можно было бы спокойно распространять, когда люди просят такое, просят предварительной цензуры, то они хотят правового государства. Тут можно и самим иноагентами стать так-то. Вообще не годится такое предлагать в нашей системе. Потому что что ж тогда получится? Когда цензор поставит штамп «дозволено», ответственность-то уже на цензоре получается. Уже нельзя взять и закрыть библиотеку, заблокировать сайт, изъять тираж, отобрать типографию на том основании, что какие-то книги, фильмы, статьи оказались вдруг незаконными, хотя вчера было с ними все в порядке. Если что-то с цензурным штампом оказалось незаконным, то обращайте свой гнев на того, кто ставил штамп. Уже не важно, что вы в этой книге там рассмотрели такое: ЛГБТ, Навального, разжигание, одобрение, побуждение, Украину. Эта книга одобрена государством. У нее штамп стоит. Мы ею торговали законно. Так что выйдите вон. А такой не годится. Авторитарному государству нужно совсем иное. Авторитарному государству нужно иметь возможность по своему усмотрению закрыть любой магазин, заблокировать любой сайт, отобрать любую типографию на том основании, что приключения Тома Сойера деструктивно влияют на подростков, пропагандируя бродяжничество. Михаил Ходорковский сел в тюрьму по совокупности причин. Но одной из самых опасных его идей, антигосударственных, в понимании Путина, конечно, была идея приватизационного налога. Потому что нет ничего хуже олигархата, который говорит: мы, дескать, понимаем, что собственность наша получена сомнительным путем. Давайте мы заплатим много денег и на этом закроем вопрос. Компенсируем государству все реальные и предполагаемые потери, после чего к нам не будет вопросов больше. Мы станем тогда настоящими легитимными собственниками. Ну уж нет! В автократии все большие и значимые активы должны пребывать в подвешенном состоянии. Должны быть сомнительным образом приобретены, находиться в серой зоне. Путину не нужны миллиарды долларов в бюджете. Путину нужно, чтобы весь большой бизнес находился на положении воров. А любое изъятие у них активов должно становиться ситуацией, в которой вор у вора дубинку украл. Если собственность легитимная, то она принадлежит собственнику. А если сомнительная, то государству. В случае ограничительных и репрессивных законов все устроено ровно так же. Государству, очевидно, нет дела до гомоэротической сцены в какой-то там книге. Авторитарное государство не хочет связывать себя правилами. Оно хочет иметь свободу рук. Любой закон, даже самый жесткий, но однозначный, который нельзя прочитать как угодно в рамках фантазии исследователя, ограничивает не только граждан, но и само государство. Ровно поэтому разговоры о предварительной цензуре, о белых списках разрешенных материалов и тем – это утопические фантазии. Понятно, откуда они берутся. Люди сходят с ума в ситуации, когда государство может докопаться до чего угодно в любой момент. Людям уже без разницы, какие, по сути, правила установит государство. Но люди хотят иметь правила эти в зафиксированном виде, потому что иначе невозможно ничем заниматься, невозможно работать. Ты всегда что-то нарушаешь. Но государство людям такой роскоши не даст. Государству-то ровно такой неразберихи и надо. Ему нужно, чтобы действовать по закону было невозможно. Чтобы каждому можно было прийти не потому, что он что-то там нарушил, а потому, что нужно к нему прийти. Столкнувшись с произволом, люди до конца не понимают, что произвол таковым и задумывался. Что это не какая-то ошибка, которую государство стремится исправить. Отсюда и настолько, не знаю, как сказать, наивное, что ли, предложение. Дескать, давайте сделаем правовое государство у нас, чтобы все было понятно, чтобы все было четко. Да за такое можно реально иноагентом стать. Ну явно тут иностранное вмешательство прослеживается. А с другой стороны, государство со всеми этими блокировками и цензурой тоже поставило себя в какое-то странное положение. Все это дело началось, мягко говоря, не вчера. Правовой произвол – это фундамент всего режима, он всегда был. Но раньше как-то хватало ума общественное пространство в стране громить постепенно, потихонечку, по чуть-чуть. Между началом войны и замедлением Ютуба прошло почти 3 года, а формально его до сих пор не заблокировали. Да, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер заблокировали сразу, но блокировки эти были оторви да брось. Лечил от них даже самый простой VPN, да даже иностранный, за которым никто с блокировками не гонялся. Как-то каждый раз все приспосабливались. Ну ладно, тут теперь еще и этот сайт через VPN.
Теперь еще и этой песни на Яндекс.Музыке нет. Ну ок. Вот эту книгу теперь, значит, нужно снять с продажи. Проблемы были давно, но по одной за раз. Теперь же начальство разгулялось с полной силой. Пошло громить все и вся. Банить, запрещать, штрафовать, закрывать направо и налево. Да с такой скоростью это делать, что не замечать стало невозможно. Да, государство ровно таким образом вело себя всегда. Но всегда была опция отсидеться и не попасть под государственный каток. Казалось, что до твоего издательства, твоего книжного магазина, твоего блога государство просто не доберется. Ведь ты вне политики, просто занимаешься какой-то коммерческой деятельностью. Или просто с мужем в командировке зарубежной по телеграмму общаешься. Но вдруг государство на всех этих граждан свалилось с неба всей своей тяжестью, своей невыносимой туши. И оказалось, что никуда от него не деться, и что абсолютно все этим недовольны. Рейтинги одобрения по всем опросам, которые проводятся карманными социологами в воюющей стране, где несогласие опасно, и даже там поползли вниз. Самые аполитичные люди вдруг стали высказывать вполне определенное недовольство. И теперь вылезают государственные говорящие головы типа Пескова с его большинством наших сограждан, которые понимают целесообразность этих мер и необходимость этих мер. Имея в виду, конечно, бесконечные блокировки, запреты и отключения. Ну, надо как-то скрестить бульдога с носорогом. С одной стороны, государство уже набрало темп и совершенно не собирается откатывать собственный произвол. Собственные возможности заблокировать, запретить и закрыть все, что под руку подвернется. С другой стороны, запреты чем дальше, тем менее становятся эффективны. В тот момент, когда все себе поставили VPN, потом второй VPN и третий VPN, и еще пару прокси, а кто-то уже купил себе зарубежную симку, когда каждый как-то обошел запреты, государство начинает выглядеть посмешищем, которое всех бесит, заставляет тратить деньги, но толком сделать ничего не может. С третьей стороны, государство всех бесит не когда-нибудь в абстрактное время. Оно всех бесит перед большими федеральными выборами. Все вдруг поняли, что государство в России – это не государство, а кучка невменяемых людей, с которыми нельзя договориться ни по закону, ни по понятиям. Которые просто беспределят в самый неудачный для этого момент. С государственным произволом в самом извращенном и карикатурном виде люди столкнулись ровно в тот момент, когда это самое государство хочет, чтобы они пошли на участки и его поддержали. Или хотя бы не пошли, молча, и чтобы против не выступили. Не выступили против тех, кто не то что правила драконовские пишет, кто играет в игру без правил. Кто на вопрос: а где можно нам общаться? Что можно публиковать и издавать? Где вести бизнес? Как зарабатывать? Что вы завтра не заблокируете? Что через неделю не окажется вне закона задним числом? На все эти вопросы это государство отвечает: а гвоздодером по лицу получите, а тогда и узнаете, что сегодня стало нельзя. Государство ожидает от людей, что они придут на выборы и скажут: мы хотим еще 5 лет вот такого. Или не придут и согласятся с тем, что еще 5 лет вот такого вот так вот будет проходить, когда вся страна живет на свете по доверенности. В год прошлых парламентских выборов я управлял в Москве штабом кандидата в Госдуму. И кампанию мы вели под лозунгом «Россия будет свободной». На этом канале стрим каждый день проводили, деньги собирали. В 2021 году, время прошлых парламентских выборов это, из сегодняшнего дня то время выглядит полным разгулом свобод, законности, либерализма и безопасности. Если 21 из сегодняшнего дня так выглядит, то как будет выглядеть 31? Чем тогда можно будет заниматься и не сесть? Что останется от интернета? Что еще отберут, запретят и заблокируют? Любая власть прекрасно осознает, что до тех пор, пока выборы хотя бы внешне и формально остаются выборами, пока там есть больше одного кандидата, больше одной партии, явка на эти выборы кучи людей, которых все задолбало, это большая проблема. При всей зачистке, при всем электронном голосовании, при всем кошмаре электорального законодательства. Если твоя власть настолько всех задолбала, что на участке 3/4 избирателей пришли только за тем, чтобы послать тебя нахрен, то с этим в реальном мире немногое можно сделать. Можно выйти и сказать: 80% проголосовало за то, чтобы жить с войной, сидеть без интернета и каждый день ждать от власти нового прикола, который нельзя было ожидать вчера. 80% сказала: эти 5 лет были зашибись, лучше некуда, хотим еще. Но сейчас-то понятно, что так никто не думает. Книжные издатели так не думают, звезды Инстаграма так не думают. Никто не хочет еще таких 5 лет.
И что хуже для начальства, все это осознают. Когда под лозунгом «мы делаем, что хотим, потому что мы власть», ты объявляешь, что 80% эта власть поддержала, хотя реально в урнах за нее, дай бог, 20% лежит, такое поведение имеет неприятный побочный эффект. Оно очень бесит людей. Люди, которые еще вчера политикой вообще не интересовались, вдруг начинают ей ой как интересоваться. Ведь они хорошо запомнили, что сами против, видят, что все вокруг против, а те, кто самоназначил себя властью, вдруг говорят: «Нет, вы все были за». Не от зловредного иностранного влияния, которым постоянно грезят наши силовики, громящий интернет. Именно от всеобщего ощущения, что власть перестала быть властью и задолбала, происходит то, что на языке конспирологов называется цветными революциями, а на языке науки – режимной трансформацией. Чует ли это начальство? По косвенным признакам, вроде того же заявления Пескова, который занимается аутотренингом, мы можем видеть, что чует. Понимает, что зашло слишком далеко, в слишком неудачный момент. Но может ли государство как-то изменить тут свое поведение? Не попирать уж совсем все законы, правила и приличия? Не может. Потому что произвол – это генезис данного режима. Наоборот, чем больше начальство будет ощущать под собой бурлящее недовольство, тем больше ему будет казаться, что гайки недозакручены, что недозаблокировали, недозапретили, что где-то остался кто-то, кто мутит народ, подбивает население учинить переворот. А значит, будут еще больше закручивать, больше бесить людей и больше давать поводов тот самый переворот учинить. По крайней мере, прийти на избирательные участки и показать начальству такую фигу, что мало не покажется. До завтра.